Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости целого центрального региона, куда входят 5 крупных областных городов-центров. А точнее подведем итоги февраля месяца 2026 года и, конечно же, с цифрами попробуем разобраться, что произошло с недвижимостью за прошедшие 12 месяцев. То есть мы говорить будем о тенденциях. Длина исследования или период исследования будет у нас февраль 2025 год. Будем сравнивать с февралем 2026 года. Также, друзья, напомню вам, что в центральный регион входят 5 крупных областных городов-центров. Это город Киев, это город Винница, город Житомир, город Черкассы и город Крапивницкий. Вот такой большой объем информации я постараюсь вам дать где-то минут за 30-35. Ну а пока, друзья, переходим на просмотр слайдов. И, как я люблю говорить, через призму времени и цифр попробуем совместно с вами разобраться процессах, которых я наблюдал на рынке недвижимости, жилой недвижимости, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, давайте попробуем с вами разобраться в данной карте. Мы видим карта, естественно, центральной части Украины. Видим 5 крупных областных городов-центров. Ну и начнем, наверное, давайте вот так сверху, да, сверху и направо, да, ну, слева направо получается. Сверху вниз, справа налево. Нет, слева направо. Итак, будем говорить о исследовании длиной в 1 месяц. То есть это краткосрочный процесс или же колебательный. Город Житомир, друзья. Город Житомир, видим, что социальное жилье в феврале месяце достигло стоимости квадратного метра 566 долларов за квадратный метр, что показало, в общем-то, нам динамику роста. Ничего себе за месяц, 1,80%. Жилье эконом-комфорт бизнес-класс, друзья, также видим, да, это вторичный рынок. Стоимость квадратного метра уже 727 долларов за квадратный метр и рост плюс 1,25%. То есть мы наблюдаем, что с какого-то перепуга рост стоимости недвижимости продолжается в центральной части Украины. Переходя к первичному рынку, мы видим, что квартиры эконом-класса, первичный рынок – это недостроенное жилье, друзья, напомню вам, подорожало за месяц плюс 0,91%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также подорожали на 0,73% за месяц. Следующий город – это Киев. Видим, что город, кстати, население вот это довоенное, 2 миллиона 950 тысяч. Сейчас я думаю, что где-то так же и живет, с учетом приезжих людей, что около 3 миллионов сейчас, наверное, есть проживающих в городе Киеве. Количество предложений, которые были зафиксированы, значит, на рынке жилой недвижимости, это первичный, вторичный рынок, 64 800 объектов жилой недвижимости, что показало нам динамику снижения незначительную за месяц, минус 0,3%. Переходя к стоимостным показателям, социальное жилье – это вторичный рынок, друзья. Вот здесь впервые, точнее не впервые, а уже мы видим февраль и, да, январь-февраль месяц, сейчас же мы о феврале говорим. 2 месяца подряд мы видим, как социальное жилье стало показывать нам динамику снижения незначительную. И сравнивая февраль с январем, мы видим снижение минус 0,19%. Эконом-комфорт бизнес-класс – это вторичный рынок, друзья. Здесь рост за месяц плюс 0,14%. Переходя к первичному рынку, здесь мы, друзья, видим, что квартиры эконом-класс за месяц подорожали на 0,24%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также показывает положительную динамику роста плюс 0,14%.
0,61%. А вот первичный рынок элитный класс, незначительное снижение за месяц, минус 0,34%. Итого, подводя как бы итоги по двум городам, город Житомир показывает нам по всем сегментам, это первичный и вторичный рынок, по всем классам, динамику роста, причем больше 1%. Город Киев. Мы видим, что всего лишь социальное жилье, это вторичный рынок, показало незначительную динамику снижения. И первичный рынок элитный класс также впервые за долгое время показал нам отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. А следующий слайд — это у нас город Черкассы. Население 279 тысяч. Кстати, я сейчас думаю, что здесь проживает, наверное, чуть больше. Почему? Потому что все-таки город, где жилье достаточно бюджетное, в аренде, ну и по стоимости мы видим тоже доступное, назовем. Да? Поэтому я так думаю, что за счет внутренних вот этих миграционных процессов людей здесь живет сейчас больше. Кто с Черкас, напишите, насколько визуально это соответствует или не соответствует моим предположениям. Количество предложений в городе Черкассы в феврале месяце достигло 9300 объектов жилой недвижимости. Напомню вам, что это первичный и вторичный рынок, что показало динамику роста, более активный рынок по предложениям на 1,1% в сравнении с, естественно, январем месяцем. Социальное жилье, вторичный рынок, рост плюс 1,68%, ну почти 2%, ничего себе за месяц. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это также вторичный рынок, плюс 1,36%. Ну и первичный рынок эконом-класс, динамика роста, друзья, 2,28%. Ну здесь вообще фантастика. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс выросли на 1,27%. Итак, друзья, третий город, крупный областной центр, показывает нам по всем сегментам, первичный, вторичный рынок это, и по всем классам положительную динамику роста больше 1%. Кто бы мог подумать, с чем это связано, интересно. Дальше, друзья, смотрим город Крапивницкий, бывший Кировоград. Здесь 226 тысяч проживало до войны. Сейчас я все-таки предполагаю, что, наверное, все-таки меньше людей. Почему? Потому что он более близок к восточной части Украины, а там, как известно, все неспокойно. Да? Хотя сейчас нельзя найти ни одного города на карте Украины, где можно было бы спокойно жить. Итак, мы видим количество предложений. Первичный, вторичный рынок достигло 7300 объектов недвижимости, что на 2,8% больше по предложениям было выставлено на продажу, чем в январе месяце. Социальное жилье подорожало плюс 0,94%. Это вторичный рынок, друзья. Также вторичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс подорожал на 1,59% за месяц. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы видим те же самые процессы роста стоимости квадратного метра с какого-то перепуга. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 2,26% за месяц. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс также на 1,5% подорожали за месяц. Итак, подводя итоги, четвертый город, друзья, показывает нам динамику роста больше 1% по всем сегментам, это первичный, вторичный рынок, и по всем классам. Следующий город Винница, он находится вот прямо в центре, центральная Украина, что называется. Здесь мы видим, что, друзья, население 370 тысяч, довоенное. Сейчас я предполагаю, что здесь больше 1100, наверное, проживает людей. Почему? Потому что, опять же, центральная часть, достаточно много людей мигрировали с Восточной Украины, с Донецко-Приднепровского региона, даже с Причерноморского региона. Видим, что количество предложений на рынке жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок, достигло в феврале 11 900 объектов жилой недвижимости, что показало аж динамику роста на 2,6%. Социальное жилье, друзья, подорожало на 0,76%, это вторичный рынок. Эконом-комфорт, бизнес-класс подорожал на 0,76%, это также вторичный рынок.
А первичный рынок, друзья, показывает ту же самую динамику роста. Квартиры эконом-класса подорожали на 1,15%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал на 1,14%. Итак, друзья, подводя итоги по пятому крупному областному городу-центру, мы видим, что по всем сегментам рынка недвижимости, первичный, вторичный рынок, по всем классам динамику роста больше 1% за месяц. Ну, это, друзья, безумие. Дальше переходим к карте, вот здесь от карты, вернее, к табличке такой. И здесь, друзья, мы видим экселевские данные в экселевской таблице. И подводя итоги в среднем по региону, обратите внимание, низ таблички красным шрифтом. Среднее арифметическое число или средняя арифметическая стоимость квадратного метра в целом по региону, центральному региону, в феврале достигла $686 за квадратный метр, что показало нам динамику роста за месяц плюс 0,82%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,08. Обратите внимание, единственный город Киев показал нам динамику снижения стоимости квадратного метра. Все остальные, в общем-то, города показали динамику роста. Переходим к следующему слайду, заключительный слайд. Здесь уже подводим итоги. Вверху осталось с колебательными процессами та же самая карта для ориентирования полного. А внизу уже сравнение будет у нас февраль 2026 год и февраль 2025 год. На примере, друзья, социального жилья, самый крупный класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. Итак, давайте начнем с города Киева. Город Киев. $1059 за квадратный метр социальное жилье, февраль месяц. Сравнивая с февралем 2025 года, за год недвижимость подорожала на 2,12%. Город Винница, друзья, $664 за квадратный метр, и за год подорожала недвижимость на 6,41%. Город Житомир, $566 за квадратный метр, и видим, что за год недвижимость подорожала на 5,60%. Город Черкассы, $607 за квадратный метр, это все февраль месяц 2026 год. Видим, что, ой, извините, правда, видим, что на 8,98%, то есть на 9% подорожала недвижимость. И город Крапивницкий, $536 за квадратный метр, подорожала недвижимость данного класса на 7,20%. Итак, делая ранжировку, мы видим, что по подорожанию, то есть больше всего, где подорожала стоимость квадратного метра, это город Черкассы. Это 9% в годовом измерении. Дальше город Крапивницкий 7,20%. Ну и дальше видим город Винница 6%, 5% город Житомир. И аутсайдером меньше всего подешевела недвижимость в городе Киеве. Ну, понятно, что здесь стоимость квадратного метра чуть ли не в 2 раза дороже, чем в остальных областных городах-центрах. Итого, подводя итоги, среднее арифметическое число, видим, $686 за квадратный метр в целом по региону. Рост за год 5,47%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,55. Друзья, давайте очень кратко вам расскажу, что такое индекс. Индекс – это в данном случае индекс недвижимости. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Он, в общем-то, считается достаточно просто, если у вас есть статистические данные. На примере, давайте я вот центрального целого региона покажу, как он считается. 686 делим на 651, получаем рост в процентном соотношении 5,47%, или же положительный индекс единичка, запятая 0,55. Немного, друзья, саморекламы. Меня смотрят, я знаю, что фокус-группа людей – это люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины и не только. Это управление по рискам и риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени.
а я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому вот синергия наших знаний, в общем-то, поможет в вашем сложном бизнесе и поможет мне, конечно же, так сказать, развиваться, заниматься наукой и дальше. Для того, чтобы меня найти, вы можете посмотреть в описании YouTube канала мой Viber телефончик есть. Можем созвониться, списаться, составим техническое задание, и вы будете раз в квартал получать полную информацию в виде исследования, где будете с картами, с таблицами видеть, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть вы знаете, как меняются деньги во времени, стоимость, а я буду предоставлять вам информацию, как меняется стоимость недвижимости, которая находится в залоговом портфеле вашего банка во времени. То есть вы будете видеть, или растет стоимость квадратного метра, или же снижается. Это, в общем-то, еще раз повторюсь, синергия знаний, она облегчает ваш очень сложный бизнес. Итак, друзья, обращайтесь, пишите, и можете узнать, кто такой Андрей Гусельников и компания Alim Consulting. Ничего плохого вы обо мне не услышите. А проще спросите искусственный интеллект, он вам расскажет, прям я сам удивился, ну, ничего не приукрасил и вроде бы ничего не убавил. Да? Ну, искусственный интеллект, это же как бы много людей уделяют внимание, что вот искусственный или интеллект, он что-то. На самом деле собираются все данные, допустим, обо мне, это мои статьи, какие-то работы, да, публикации обо мне. Все это собирает этот искусственный интеллект и потом выдает просто как хронологию о, допустим, человеке, там, где учился, чем занимается, что, в общем-то, делает по сегодняшний день, ну и так далее. То есть это тут особого интеллекта не надо. Но сокращает, так сказать, время поиска на того или иного человека, его биографию, это 100%. Итак, друзья, ну что, закрываем показ слайдов. Запомним, что на 5,5% выросла стоимость квадратного метра. И попробуем поговорить о прогнозах. Ну, уже, естественно, прогнозы там до конца, так сказать, первого квартала. Я думаю, что мы увидим по Киеву все-таки продолжающую динамику снижения, снижения стоимости квадратного метра по полпроцента, может быть, так как он уже 2 месяца показывает вот эти колебательные процессы снижения. А вот по остальным городам мы будем видеть не по 1, по 1,5% роста, а все-таки я предполагаю, что вот эта динамика снижения затухающего вот это роста, да, будет присутствовать. Почему? Потому что рынок перенасыщен, друзья, предложениями. Отсутствие покупателей, в общем-то, должно сделать свое дело. Да? И как говорил знаменитый, так сказать, и всеми уважаемыми, чуть не сказал Остап Ибрагимович Бендер. Нет, конечно же, Адам Смит, который говорил, что всемогущая или всевидящая рука рынка, она, в общем-то, работает на любом рынке и воздействует через спрос и предложение. Если спрос минимален, а предложений много, в данном случае мы говорим о рынке недвижимости Украины, то, соответственно, стоимость должна корректироваться, то есть расти она не должна дальше. Но посмотрим, друзья, что будет происходить. Я каждый месяц записываю свое видео подобные, да, и как оно называется, в марте месяце посмотрим, что происходило с недвижимостью. Буквально я запишу это через несколько дней, потому что март заканчивается. Итак, друзья, не забудьте подписываться на мой канал. Также помните, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины и не только, которые, в общем-то, станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.